Всем привет, садоводы и огородники. Многие спрашивают, когда выкапывать морковь с грядки. Какие оптимальные сроки для уборки моркови. Многие говорят, если морковь раскинула ботву, ее пора убирать. Нет, это не признак готовности. Пожелтение ботвы тоже не признак готовности моркови. У меня, к примеру, нижние листочки моркови пожелтели еще в июле. Ну, давайте я сейчас буду выкапывать морковь и заодно расскажу вам, как правильно определиться, когда необходимо выкапывать морковь. Поздние и среднеспелые сорта моркови будут храниться тем лучше, чем позже они будут выкопаны и собраны. Это связано с тем, что у них формируется хорошая плотная кожура. Какие-то повреждения, нанесенные насекомыми или болезнями, на части корнеплодов могут даже поджить за этот период. И при выкапывании вы будете точно знать, какие из корнеплодов закладывать на хранение, а какие поскорее употребить по анализу их внешнего вида. Вот, обратите внимание, у меня это сорт Нанская, и у нее кончик моркови, как видите, закругленный. Это самый лучший признак, когда выкапывать этот сорт на хранение. Попадаются, конечно, мне и с острым кончиком, но все-таки процентов 95 у меня уже полностью созрела морковь. Затягивать с уборкой моркови нельзя, могут попасть под заморозки, корнеплоды от этого повредятся. Еще одна проблема поздней уборки корнеплодов связана с тем, что если периоду уборки предшествовала засуха, то после начала дождей, особенно продолжительных дождей, корнеплод может на них среагировать таким образом, что на поверхности корнеплода, особенно в нижней его части, могут начать отрастать белые корни. Засуха даст сигнал к тому, что зима уже прошла, период покоя завершился, а осенние дожди могут указать растению на то, что пора переходить к следующему циклу вегетации. В связи с этим, если после периода засухи, перед уборкой начались дожди, вам надо постараться убрать корнеплоды как можно скорее. Вот и у меня приближаются дожди, и плюс еще заморозки, поэтому необходимо срочно мне убрать морковь с грядки. Как еще можно определить, что морковь пора выкапывать? Обращайте внимание на сроки созревания от производителя, то есть то, что написано у вас на упаковке семян. Я сажал свою морковь 10 мая, взошла она у меня через 21 день, так как я сажал в гранулах. Срок созревания нанской моркови 78-108 дней. То есть мне, по идее, надо было выкапывать 10 сентября приблизительно. Я сейчас выкапываю, у меня 20 сентября на дворе. За 2 недели до уборки моркови с грядки я прекратил полностью ее поливать. Урожаем моркови, в принципе, я полностью доволен. Встречаются, конечно, мелкие экземпляры, ничего страшного, они тоже пойдут в пищу. Если вы обратили внимание, то морковь у меня абсолютно ровная. Несмотря на то, что все профессора в один голос кричат, что морковь ни в коем случае нельзя подкармливать органическим удобрением и вообще любую органику исключить при выращивании моркови, я при перекопке вношу перепревший навоз и удобряю азотным удобрением, именно органическим удобрением. И, как видите, все прекрасно растет, морковь ровная. Так что сделайте для себя выводы, слушать профессоров или наших бабушек и дедушек. Главное при выращивании моркови – это чтобы земля была как пух, как говорится, то есть воздухопроницаемая, и вода, чтобы здесь не застаивалась. Это самые главные два принципа. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Всем пока-пока.